Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо вам большое за то, что вы добавляетесь и обсуждаете в комментариях, особенно события последних дней. Но не только о последних днях. Будем говорить сейчас с Максимом Кацем, который сейчас со мной на связи. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Максим, начать я хочу наш с вами разговор непосредственно с последних событий. Исходя из того, что вы несколько вот таких больших фильмов, аналогий с Третьим рейхом проводили, собственно, предоставляли информацию, и достаточно интересно, всем рекомендую посмотреть. Ситуация в Польше, как видится вам? Ну, во-первых, вот аналогии я не очень люблю проводить текущего времени с Третьим рейхом, потому что на самом деле похожего очень мало. Есть похожие, некоторые элементы вот в маскировке агрессии, в работе пропаганды, это да. Но сами режимы очень отличаются. Главное отличие, что у российского текущего режима нет никакой идеологии. Он не основан на какой-нибудь, как правильно устроить мир, вот захватим как-нибудь мир и правильно его устроим. То есть этого в нем нету, что делает его, менее опасным, чем Третий рейх. То есть, мне кажется, сравнивать с этим сейчас как-то вот неправильно. То есть у него есть достаточно своих крайне негативных свойств, о которых можно напрямую говорить. Что касается ситуации с Польшей, то она тоже, мне кажется, нельзя здесь сейчас приводить какие-то аналогии. То есть сейчас уже более-менее понятно, что туда случайно упала, видимо, украинская ракета. Про это уже говорили и американские чиновники, и СМИ, и польские чиновники, и СМИ. По всей видимости, это просто случайность. Она случается, когда стреляешь ракетами по гражданской инфраструктуре, а другая сторона отбивается, то да, они могут лететь в разные стороны. И понятно, что вся ответственность за эту историю, она на России находится, которая изначально начала стрелять ракетами туда, куда не надо совершенно ими стрелять. Но я не думаю, что этот инцидент будет иметь какие-то далеко идущие последствия. Но, собственно, оскомина сбита, и российские пропагандисты уже могут громче кричать, что если что, мы ударим и по Польше. Я так не думаю. Российская пропаганда прямо сразу вчера начала отруливать этот эпизод еще до того, как что-либо стало известно. Сразу стали говорить, что это не мы туда не стреляли, у нас туда ничего не летело. То есть мне не кажется, что этот эпизод как-то к чему-то кого-то готовит. Мне кажется, что это просто стечение обстоятельств, к сожалению, которое привело к гибели 2 человек в Польше, но я не думаю, что оно какое-то очень масштабное будет иметь последствия. Много надежд было на G20, но по сути надежд имеется в виду, что будет какое-то разрешение ситуации, что действительно какие-то переговоры, контакты, но ни на какие уступки Киев не идет. Правильно делает? Я не могу оценивать, я буду оценивать, но объективная ситуация для переговоров не очень-то наблюдается. Потому что никак не видно какой-то позиции, где стороны могут встретиться. То есть, с одной стороны, есть требование выйти со всех территорий, включая Крым, совершенно понятное, оккупированные территории, но их надо освободить. А с другой стороны, есть требование зафиксировать все так, как есть сейчас, и какое-то время подождать. Это уже другая сторона не говорит, но понимают все, что чтобы накопить войска и ударить опять. Где тут можно встретиться посередине в этой конструкции? Встретиться посередине, что мы не будем бить опять? Вот на этом, что ли? Оставьте территорию. Нет, никто не пойдет, очевидно. Кроме того, ситуация на поле боя такая, что Украина перехватила инициативу давно, и уже давно российская армия не наступает никуда, а только отступает, причем не то чтобы супер как-то организованно. Вот, правда, из Херсона довольно организованно отступили, но, тем не менее, единственное демонстрируемое искусство российской армии последние месяца 3 – это искусство отступления. Конечно, важное очень в военном деле и все такое, но это не очень способствует проведению каких-то переговоров в ультимативной какой-то форме, как Путин по-другому, кажется, не умеет. И так как здесь нельзя где-то встретиться посередине, да, то есть требования настолько далекие друг от друга, что и главное позиционирование сейчас сторон настолько отличается от того, где находятся эти точки, что встретиться нигде посередине нельзя. Был момент, когда могли договориться, это было когда были стамбульские переговоры, когда российская армия стояла под Киевом, и тогда, насколько было видно, Киев был готов на какие-то компромиссы.
там что-нибудь заморозить, что-нибудь отложить, там куда-нибудь это, то и российская сторона уже тогда начала понимать, чем дело пахнет, и, в принципе, тоже готова была на какие-то уступки. Но ничего не получилось. Опять же, я не оцениваю к лучшему, к худшему, это виднее там тем политикам, которые ведут переговоры. Ну а сейчас объективно нет никаких условий для переговоров. К ним можно призывать, к ним даже можно приступить, то есть совершенно ничего такого не будет, если стороны сядут и за стол и будут говорить, как это происходило в Стамбуле, в Минске. Но они, конечно, ни о чем не договорятся, потому что сейчас к этому никаких нету предпосылок. Ну вот события прошлой ночи, они показывают, что вот первые сообщения о первых движениях вперед российской армии поступили как раз-таки в стороне Гуляйполя. Вот они как бы пошли вперед, и уже аналитики говорят о том, что, возможно, попытаются брать в клещи Донбасс. Но это только начало. И вот эти там колонны с техникой, которую перебросили из Херсона, и почему-то она вот оказалась в Мариуполе, ситуация проясняется. Как вы думаете, Путин вот... Складывается у вас такое впечатление, что он ждал, вот, что решится на G20, а вот после обстрела массированного Украины сотни ракет, что назвал Зеленский 100 ракет за Херсон, вот погнал своих вперед? Слушайте, российская армия берет там донбасскую группировку в клещи с первого дня войны. Там это уже даже мемы были, что вот большие клещи, маленькие клещи, меньше клещи, вот такие вот клещики, вот хотя бы. Вот хоть какие-то. Это все происходит с первого дня, и еще ни разу ни в какие клещи российская армия украинскую не взяла. Ни в большие, ни в маленькие, ни в какие. Погнать кого-нибудь куда-нибудь вперед Путин, конечно, может. То есть это периодически происходит. Приезжают какие-то бедные мобилизованные. Раньше из Донецка с Луганском, сейчас из Бурятии с Дагестаном. Приезжают какие-то мобилизованные, их сразу кидают на укрепленные позиции украинской армии, они там в соотношении то ли 6 к 1, то ли 12 к 1 гибнут, и на этом все наступление заканчивается. Ну или не гибнут, а просто говорят, что пошли вперед, а они потом никуда не идут, возвращаются и говорят, что ничего не получилось. Это при хорошем сценарии, так скажем. Ну, можно ожидать, что с такой тактикой какое-то время это дело будет продолжаться. То есть еще какое-то время Путин там и будет иметь возможность. У него же не иссякли силы полностью. Российский военно-промышленный комплекс довольно большой, масштабный и сильный. Он продолжает работать. Несмотря на все санкции, то есть да, он может там перестал производить какое-то высокотехнологичное оружие, но рабоче-крестьянский град, он как бы спокойненько себе производит и из него стреляют, и этого надолго еще хватит. И людей тоже как-то вот много набрали, еще много наберут, и не похоже, что общество этому как-то очень глобально сопротивляется. Конечно, есть изменения общественного мнения в России в связи с произошедшим, но нету каких-то бунтов практически нигде, кроме отдельных регионов. И понятно, что можно еще 300 тысяч набрать примерно тем же макаром, которым набрали эти 300 тысяч. То есть какое-то время покидать людей в мясорубку еще он может. Но не похоже совершенно, что это к чему-то приведет. Потому что даже самые боеспособные части российской армии, которые наступали в первые дни войны, и которые были сожжены в Гостомеле, в других местах, под Киевом, под Черниговым, вот куда пытались наступать, под Харьковом, даже они против даже не подготовленной на тот момент так хорошо, как сейчас, украинской армии, когда еще не было химарсов, когда не было абрамсов, которые вроде как сейчас присылают, когда не было немецкой артиллерии, когда не было десятков тысяч обученных на Западе сейчас уже младших офицеров, которые возвращаются, приезжают на фронт. Вот когда этого всего не было, а были только джавелины и много желания, все равно ничего не получилось. Никто ни в кого никакие клещи не взял, ничего захватить не удалось, кроме тех городов, которые почему-то сдали без боя, но и вот Херсон тоже сейчас как-то вот был освобожден. Поэтому, ну да, это дело не пахнет концом, то есть не видно, чтобы оно взяло и завтра закончилось. То есть какое-то время он еще будет пить кровь у всех, у нас и особенно у украинцев. К сожалению, какое-то время он еще будет кидать людей на эти укрепления, их будут там убивать, он будет кидать ракеты и уничтожать инфраструктуру гражданскую, потому что он не может признать поражение, у него нет такой опции, и, в принципе, таким образом он уходит с политической арены, и у него нету хороших ходов, но он не готов сдаться прямо завтра, Путин.
Ну, все, остается только надеяться, что что-то такое произойдет, что в России он потеряет власть. Но пока этого не произошло. Без этого это история на какое-то еще какое-то время, сколько-то месяцев, может даже сколько-то лет. Скажите, а есть сейчас в России культ Путина? Нет, отсутствует. Это тоже одно из отличий с Третьим рейхом и со сталинизмом, со всеми этими идеологиями людоедскими 20 века. Что нету ни культа личности, ни идеологии. Вот всю жизнь, все 22 года до начала этой войны, это была информационная электоральная автократия, а не тоталитарный режим. Она правила с помощью телевизора, с помощью создания картинки. Главное, что она хотела от граждан, это совсем не то, чтобы они ходили с портретом, это им вообще не нужно. Она хотела от граждан неучастия. Чтобы граждане не ходили на выборы, не ходили на митинги, чтобы граждане, главное, не участвовали вообще в политике. То есть долгое время общественный договор, эта система был такой, что мы не лезем к вам в жизнь, вы там делать что хотите, там, хотите платите налоги, хотите нет, вообще хотите там отчитывайтесь, не хотите, нам вообще все равно, а вы не лезьте во власть. Вот вы, вот, пожалуйста, вот что мы там крадем, что мы там где воруем, кто там составляет Совет Безопасности и все такое, это вы туда не лезьте. Какое-то время такой работал в России общественный договор. И, в принципе, до сих пор он, не то чтобы сохранился, да, сейчас как-то, уже лезут сильно в жизнь, уже забирают на фронт, уже сажают за слова, чего в то время, когда это все появлялось, не происходило, был еще свободный там интернет и все прочее. То есть в жизнь уже лезут, но еще пока обожание вождя этой системе не требуется. То есть по-прежнему нужно неучастие. Нет, сидите спокойно, занимайтесь своими делами, растите детей, занимайтесь семьями. Да, стало похуже растить детей, заниматься семьями. Уже не 2011 год, уже нет процветания. Но все равно, зато там нет лихих 90-х. Так что сидите, граждане, не беспокойтесь, смотрите телевизор, не смотрите телевизор, хотя бы не ходите на митинг. Вот все, чего текущему режиму надо от россиян, культа никакого не надо. Вот так. Просто к чему этот был вопрос, что мобилизованные, вот как раньше, да, вот гибли за Родину, за Сталина, сейчас получается только за Путина. Не-не-не, за Путина никто не гибнет. Там какие-то идут агитационные работы, да, видео, которые появляются с агитационными работами, что-то там пропагандируют, что война идет против сатаны, экзистенциальная война для российского народа, хотя там с народом тоже там затруднительно, потому что там как народ такой воюет не очень, довольно разношерстный. Поэтому как-то сформировать ему идею, что это война за русский мир, как-то затруднительно, когда там они все из Бурятии. И эта идея тоже не очень заходит для них. Поэтому что-то они там полурелигиозное им там толкают, полу еще какое-то. Но глобально это подневольные люди, которых просто гонят на войну, и у них не хватает ни знаний, ни навыков, ни духа, чтобы этому делу противостоять. Ни денег, хватило, чтобы уехать или откупиться. Те спрятались. Да, ни денег, чтобы уехать, не откупить, ни достаточно понимания там, юридических механизмов. То есть прошел слух, что посадят на 10 лет, если не поедешь воевать. Ну, а воевать вроде как по телевизору война не страшная. Ну и все. А то, что никто на 10 лет не сажает, так это кто знал это, тот не поехал никуда воевать. Кто юридически подкован, кто слушает оппозиционеров, кто читает правозащитников, те ни на какой фронт не поехали. То есть там вот из моего окружения есть 2 человека, которые воюют на этой войне, из моей команды, и оба они воюют в ВСУ. Потому что они были, это украинцы, которые работали с нами. Один из них даже продолжает работать, он дизайнер, и он там как-то в перерывах, когда их там выводят, как он пишет, он продолжает рисовать нам картинки для нашей серии про Вторую мировую войну. У меня нет ни одного, среди всего моего круга там общения, нет ни одного человека, кто был бы мобилизован. То есть все знали, что делать в этой ситуации. Кто мог, тот уехал, кто не мог, тот спрятался, кто не спрятался, тот выкинул повестку, и никто никуда не пошел, и никого никуда не призвали. Так что это в основном люди, которые не очень понимают, как вообще в этой жизни себя вести, так чтобы государство тебя не затянуло фиг знает куда. И они сейчас в таком довольно подневольном состоянии, и вот, к сожалению, вот есть то, что есть. Максим, вы 2 недели как в розыске. Вот почему, грубо говоря, я вас смог найти, а кому следует, нет? Да нет, кто следует, может меня тоже найти, это дело несложное. Пусть он прилетает в Израиль, я с этим, кто следует, встречусь здесь.
сходим с ним в полицейский участок того города, где я живу, и поговорим, пожалуйста. Ну, объявление в розыск – это такого рода сигнал государства, что это вот с ним дел не имеете, он не то, что дел не имеете, а его не слушаете, он там какой-то неправильный. Еще более неправильный, чем иностранный агент. Ну, в наше время это как своего рода медаль от государства. Вот была у нас раньше, в 91-м выдавали, или в 91-м выдавали медаль защитнику свободной России. Очень такая ценится в наших кругах медаль, есть у Сергея Пархоменко, например, такая вот. Ну, а сейчас у нас вместо медали вот всякие статусы иностранного агента, политическое уголовное дело. Оно же реально политическое, то есть это не то, что на меня там придумали какое-то, прямо политическое уголовное за неправильное высказывание про события в Буче. Вот прям за это. Политическое уголовное дело, ну что, ну пусть ищут, пусть ищут. Мне в этом смысле повезло, я же еврей и могу жить в Израиле, когда меня кто-то такой ищет. Ну, к сожалению, не всем коллегам по оппозиции так повезло, кому-то сложнее устраиваться, вот кого-то в Казахстане там задерживали, ну, в общем, живем как живем. Максим, а что за расслоение российской оппозиции? Вот я бы хотел ваше мнение услышать, потому что есть, например, мнение о том, что а кто пострадал от режима, а кто не пострадал, а кто уехал от реальной опасности, а кто задолго, а вот мы с этими дружим, а с этими не дружим. Почему не наблюдается какого-то единства? Есть какой-то общий рецепт, общая картина? Ну, это большой длинный разговор, я вот так одним вопросом тут не скажу. Ну да, есть проблема разобщенности российской оппозиции, она всегда была, она была еще с 2000 года, когда СПС с Яблоком спорили. Ну вот в наше время это тоже есть. Ну, я могу про какие-то конкретные случаи поговорить, если вы про них спросите. Ну, в принципе, конечно, сейчас, на мой взгляд, делить нечего. Сейчас есть очень очевидная отметка, по которой все делится. То есть, кто за войну, тот не с нами. А кто против войны, или хотя бы кто не высказывается за войну, при этом публичный человек, и мы понимаем, что он думает, если он находится в России, это тоже с нами. То есть здесь есть четкая понятная черта, и по ней надо, конечно, объединяться. Я за это. То есть, мне кажется, сейчас надо как-то, ну, если не создавать какую-то единую структуру, может, это и не в тему, то как минимум как-то сидеть за одним столом и что-нибудь обсуждать периодически, обмениваться мнениями, думать там, давать друг другу рекомендации, советы, вот такие вот вещи. К сожалению, этого не происходит. Съезд в Польше, в Яблоне, вот где Илья Пономарев и многие другие российские оппозиционеры, как представители власти в прошлом, там нарабатывали определенное, там, скажем так, видение будущей конституции, будущей России, и, соответственно, это вот один аспект, а второй – это нарратив, что россияне, уехавшие, россияне, которым болит, должны объединяться под флагом Легиона «Свободная Россия» и идти воевать и с оружием в руках свергать путинский режим. Как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому плохо, потому что у россиян в руках оружия нет. Как бы хорошо бороться, ну как хорошо, не очень хорошо, но возможно бороться с Путиным и даже с его армией, когда ты сам обладаешь армией. Когда ты можешь пойти на призывной пункт и записаться в тероборону, получить оружие. Через некоторое время, вот как тоже один из людей из нашей команды, вот он записался в тероборону, провел там какое-то время, потом его взяли в ВСУ, и он теперь воюет. Освобождал Волчанск. Вот, ну, как бы там присутствовал. Ну, или где-то там был, я точно не знаю, но вот это понятно. А когда ты житель Омска, я не знаю, или даже Москвы, и у тебя ты не можешь пойти куда-то записаться, потому что если куда-то пойдешь записываться, тебя сразу признают экстремистом, посадят в тюрьму. На этом все закончится, все твое вооруженное восстание. Если ты подожжешь военкомат, то, может быть, сгорит дверь, как бы, а может быть и нет. А ты сядешь. Вот и весь выбор. Когда ситуация такая, когда у тебя нет армии, нет оружия, то не может идти речи о вооруженном восстании. Мы говорим с гражданскими людьми. Мы говорим с гражданским обществом. Гражданское общество не может устроить вооруженное восстание. У него оружия нет, оно не армия, оно не может противостоять армии. Поэтому призывы такого рода к россиянам мне видятся странными. Ну,
ты же не можешь им обеспечить даже никакой возможности как-то в этом поучаствовать. Максимум ты вот недавно 17-летняя девочка, по-моему, или 16-я, подслушала это все и пошла и кинула коктейль Молотова в военкомат. Ну и чего? Ну теперь сидит. Это что, хорошо кому-то от этого, что ли? Это что, борьба называется? Нет, я не критикую девочку. Девочка делала то, что она считает правильным, и ей надо по возможности помочь. Вот. Но просто вот, палить людей, да, вот делать так, чтобы люди, которые нас поддерживают, чтобы они их шли и садились в тюрьму, это, мне кажется, совершенно сейчас не нужно. Есть моменты, когда гражданское общество может поучаствовать в ситуации, может надавить, может выйти на митинги, может организоваться. Есть моменты, когда не может. Сейчас момент, когда оно не может. Когда система находится на пике своего силового могущества, она уже теряет легитимность, она теряет свою силу в политическом смысле, но она находится на пике своих силовых возможностей. У нас желающих разобраться с внутренним врагом, начиная от ФСБ, заканчивая полицией, Следственным комитетом, Кадыровым с Пригожиным. Там такая очередь огромная выстроится за любым желающим как-нибудь оказать вооруженное сопротивление, что просто он даже выйти из дома не успеет. И зачем нам в этой ситуации кого-то к этому призывать? Мне это непонятно. Поэтому я призывы к вооруженному сопротивлению не поддерживаю. Это я прямо говорю и везде, и часто. Меня критикуют за это, но я так считаю. На мой взгляд, то, что мы должны делать, это, во-первых, на русском языке для российской аудитории, от российских граждан объяснять, говорить какие-то адекватные, правильные вещи, объяснять, что происходит, убеждать, что это дело поддерживать не надо, что нужно прекращать с этой поддержкой, и помогать людям организовываться на будущее, на тот момент, когда придет, возможно, будет, когда Путин зашатается, когда случится что-нибудь, там, выборы могут быть, как вот Лукашенко зашатался после выборов, совершенно неожиданно. Еще что-нибудь. Общество будет момент поучаствовать в этой ситуации, но не надо заниматься самосожжениями, и к этому я не призываю. Почему отдельные, в том числе и украинские паблики, называют Максима Каца имперцем, который, вот, собственно, скрытый враг для украинцев? Я знаю, что вы встречались и с украинскими, и в том числе и блогерами, и бывали там в каких-то контактах, да, с украинским медиа. Что вы об этом думаете и почему так? Я не знаю, на самом деле, это вот мне не очень понятно, это лучше у них спросить. Тем более они выпускали развернутые видео на этот счет, там можно их посмотреть, это к ним, вопрос не ко мне. Что, скажем так, вы бы сказали в ответ на откровение известного блогера Рамины, которая вот была в начале вот всех этих событий, вот как натянутая струна, взяла у вас интервью и потом получила хейт и критику, что она от вас наслушалась? Чтобы я ей сказал? Да. Я бы ей сказал, что если она считает правильным что-то делать, например, брать интервью с гуманистическим настроем, как мы с ней сделали, у нас был гуманистический настрой в нашем интервью, и распространять их, и она считает это важным и правильным, то это надо продолжать делать, даже если это кому-то не нравится. Можно взять интервью у кого-то другого, не обязательно у меня. Но не надо отказываться от своей линии ведения медийной стратегии. У нее есть канал, у нее есть свои зрители, ее много смотрят. Ее смотрят, потому что людям важно ее взгляд на вещи, ее разговоры с гостями, которые она ведет. И не надо пытаться ни под кого подстраиваться. Всегда кто-то будет недоволен. Кто-то скажет, что ты недостаточно радикален, кто-то скажет, что ты наоборот слишком радикален. Но всегда будут те, кто тобой недоволен. Но покуда есть люди, которым интересно твое мнение, особенно если аудитория растет, то нужно продолжать его высказывать. Значит, на это есть спрос. А то, что кому-то не нравится, хорошо, это нормально, это нормальная общественная дискуссия. Есть те, кто согласен, есть те, кто не согласен. Но не надо менять свою стратегию из-за этого, свое поведение. У вас обид нет? Нет, конечно, я никогда не обижаюсь. Я вообще считаю, что это совершенно
естественное дело для публичного лица, что его кто-то иногда не любит. Единственное, я вот в Твиттере иногда такое количество хейта вот было от украинцев, что я там начал блокировать. Ну, потому что стало невозможно просто читать. Я люблю читать реакции от аудитории, и просто стало невозможно. Там сплошной там, мат и про всякие там... Ну, в общем, как-то странно люди пишут, и вот я стал блокировать. Но глобально даже вот ко мне как-то обратился кто-то мы иногда делаем некоммерческие вставки, и один из проектов обратился, и оказалось, что там участники проекта как-то там негативно обо мне когда-то отзывались. Но мы даже вообще никак это не учитываем в процессе нашего принятия решения. Мы смотрим хороший проект, правильный, значит, это все. Какая разница, что они обо мне думают? Я нравлюсь кому-то, я не нравлюсь кому-то. Это совершенно дело такое. То есть, я не обижаюсь, но я иногда могу модерировать свое какое-то окружение, но чтобы я просто имел возможность как-то с людьми общаться. Да, просто это очень интересно в том плане, что действительно вот там хорошие русские, отдельные эксперты публикуют целые списки вот этих хороших русских, и там есть вредные, есть добрые, есть полезные, и, соответственно, вот так экстраполируют россиян, да, вот российских медийных лиц и политиков в сегодняшнем публичном пространстве. А как вы отвечаете на вопрос, почему российские оппозиционеры, ну, я так в кавычках и очень общо, да, вот очень обобщая это говорю, популярны в том числе и в украинском сегменте Ютуба? Ну, вот я сейчас отвечу, и на меня будут опять все ругаться. Дело в том, что у нас общий язык. Мы говорим на одном языке, на русском. Так есть. Плохо, хорошо, кому-то это нравится, кто-то хочет это менять, но сейчас факт состоит в том, что украинцы понимают российских блогеров, потому что они говорят на русском языке. Дальше. Качество контента российских блогеров часто превышает качество контента украинских блогеров. Но иногда нет. Но когда украинский блогер, например, принимает решение говорить на украинском языке, то у него аудитория как бы становится уже. Потому что россияне украинский язык не понимают. А у российского блогера преимущество в этом смысле, потому что его смотрят и украинцы, и белорусы, и в Казахстане, и в странах Балтии, и в России, конечно. Потому что большой язык. И вот за счет того, что большой язык, ты, во-первых, можешь делать как-то больше редакцию, да, вот, так как у тебя больше зрителей, то у тебя больше монетизация, больше продается рекламы, и у тебя получается большая редакция, которая может делать более качественные материалы, да, там, собирать их там, и все такое. И за счет этого получается более качественный продукт. Вот просто это какой-то рыночный механизм. И люди его смотрят. А когда особенно, то есть понятно, что люди не будут смотреть там в Украине, в основном, не будут смотреть там какой-нибудь Russia Today или Киселева. Сколько ты не вбухивай в производство контента там и денег и все такое, это не подойдет им просто идеологически. Но российские оппозиционные спикеры, они идеологически украинцам обычным подходят. Есть какие-то украинцы, которым нет. Да? Есть вот те, кто про меня там снимал эти ролики, те, кто считает, что в принципе любой русский он опасность, для них не подходит. Ничего, но есть те, кому подходит. И они смотрят. И за счет этого действительно, то есть у меня вот, по-моему, в прошлом месяце, я не ошибаюсь, было около 1 миллиона зрителей из Украины, уникальных зрителей на канале. Это много, это как бы 20% было, да, из 5 миллионов, да, это миллион. Это много зрителей, и если бы я был чисто украинским каналом, даже если бы у меня остался весь этот 1 миллион, да, если бы они смотрели меня по-украински, то доходы мои снизились бы в 5 раз. Потому что у меня есть 80% других, а у украинского канала бы тут не было. И за счет этого у меня больше там, денег на производство контента получается, более качественно выходит контент, просто что я могу больше вкладывать. И вот получаются таким образом российские каналы более привлекательные. Вот это просто механизм, да, вот я его рассказал. Я понимаю, что это кому-то не понравится, да, но вот это механизм. Так то работает. есть дело не в людях. В смысле? Например, многим сейчас очень сложно ответить на вопрос, например, Марк Фейгин, он украинский или российский блогер? Фейгин, конечно, он не просто блогер, он российский политик. Он по факту российский политик.
Он же был на этом съезде, он был депутатом Государственной Думы, причем он никогда не заявлял о своем желании прекратить заниматься российской политикой. Наоборот, он постоянно проявляет готовность как-то взять там власть там, при случае там, и все такое. То есть это российский политик. Стал ли он украинским? Думаю, что нет. Он остался российским политиком. Он просто, я смотрю его эфиры с Арестовичем практически каждый вечер. Пока было начало войны, до лета я вообще каждый вечер смотрел. Сейчас иногда пропускаю. Думаю, как и многие. Там он занял очень важную нишу. Вместе с Арестовичем они объясняют, что происходит. И дают аналитику, качественную, хорошую аналитику дает Арестович, а Фейгин ему задает правильные вопросы, дает высказаться и делает техническую часть этой штуки. То есть он создал очень важное медиа, которое смотрит по обе стороны границы люди и получают информацию. Это качественно хорошо. Он больше меня по охватам, я думаю, насколько я вижу, по просмотрам они точно больше. То есть это большое, качественное, хорошее медиа. Можно ли его назвать российским? Можно, да, можно. Но они в основном это вместе с Арестовичем, так что, наверное, это российско-украинское медиа, можно его так назвать. Да, видимо, так и есть. Максим, скажите, вот исходя из вот вообще событий, которые разворачиваются между Россией и Украиной, есть вообще понимание, как изменить российский режим? И вот как вы ответите на вопрос, вообще никаких шансов сделать это из-за рубежа? Нет, из-за рубежа режим нельзя изменить. Это нет никакого влияния на изменение режима. Из-за рубежа может быть влияние на общественное мнение, на то, чтобы люди там как-то его поменяли, на будущую какую-то организацию дел. Это можно попробовать влиять. Смена режима, она пройдет в таких системах, это обычно сочетание факторов. Это сочетание явной потери народной поддержки, явные потери поддержки и выгодности этого режима для элит и иногда какая-то иностранная военная интервенция. Или внутренние военные какие-то события. Значит, здесь иностранная военная интервенция вряд ли состоится, потому что ядерное оружие, потому что, в принципе, нет сейчас интересантов как-то в Россию внедряться, да, то есть входить или как-то ее захватывать. То есть даже в Украине я не вижу никакого желания никакими захватническими делами заниматься. Вижу желание исключительно освободить свои территории. Однако народное недовольство, оно в пути, то есть это понятно, что оно варится. Видно заметное падение рейтингов даже по официальным опросам, когда тебе вот сейчас вот во всей этой обстановке звонят и спрашивают: здрасте, вы за Путина или нет? Даже там видно падение рейтинга, даже таких звонков. Так что это в пути. Самое главное, понятно, что Путин потерял какой-то свой имидж всесильного такого вот лидера харизматичного, который все проблемы может решить там движением руки. Он стал очень невыгоден элитам. Все элиты ужасно проигрывают от этой войны. Нет вообще никого, кто бы выигрывал. То есть вообще нельзя назвать ни одну группу влиятельных людей в России, которая выигрывала бы от этой войны. Ни одной. Ну почему? Я могу одну назвать. Попробуйте. Группу Пригожина, который уже начал бизнес строить. Вот такая классная бизнес-схема, когда приходят прифронтовые области там, или регионы Российской Федерации на предприятие, вот или 25% давай забираем, мобилизуем ко мне в Вагнер, или давай откат. Ну и, собственно, таким образом, вот такое полурейдерское, полумобилизационное, и это помимо колоний и зон, где он периодически выступает. То есть это наживо, это деньги в общак. Я не прав? Да, Пригожин лично обрел очень большую политическую силу. И его структура намного больше, чем она была у него раньше. Действительно, он выигрывающий от этого. Но это не какая-то группа элит. Это просто один конкретный головорез, который устроил частную военную кампанию. Группа элиты, да, если говорить о них, это какие-то люди с большими деньгами, какие-нибудь губернаторы, министры, правительства, какие-то
есть творческие элиты, разные как бы есть элиты, военные элиты, да, генералы, те, кто выполняет оборонзаказ, чиновники. Все эти люди очень сильно проиграли от войны. Потому что, одно дело, когда ты, допустим, самый простой пример, военком, да, то есть позиция военкома это всегда была чисто коррупционная позиция, где ты получал откаты и все, и строил дачу себе. Никакой речи не шло о том, чтобы ты кого-то куда-то там призывал. Нет, то есть ты мог кого-нибудь куда-нибудь призвать, но это было совершенно не главной твоей занятостью. Главной твоей занятостью было брать взятки. А тут вдруг вы недоположен, значит, каких-то мобилизованных, там, что-то там какой-то организовывать, что-то. И, естественно, вскрылось, что все это не работает нифига. И твоя эта хлебная тихая позиция вдруг стала на острие вообще всего. И, конечно, выяснилось, что ты там ничего не делал, и сейчас эти военкомы все как бы с большими проблемами. То же самое с гособоронзаказом. То есть одно дело, когда ты там делаешь это вооружение и технику, которая на парадах ездит, а другое дело, что она в каких-то реальных боевых действиях, да еще против техники НАТО вдруг начинает воевать. То есть тут совсем другой коленкор. И от этого проигрывают более-менее все. Да, есть единичные какие-то случаи, да, вот конкретно Пригожин, да, выигрывает от этой истории. Но это маленькая очень какая-то часть всей российской конструкции. Потом в основном элиты, они как бы против. Но, конечно, одного этого недостаточно. Без народного недовольства они не могут сделать шаг. Народное недовольство, с другой стороны, когда там все выглядит монолитным, тоже как-то не получается. То есть должен быть какой-то триггер. Вот все думали, что будет какое-то существенное событие, когда будет значит, освобожден Украина Херсон. Это казалось действительно важным землетрясением. Но как-то вот прошло, оно и не очень получилось землетрясение. То есть там поплакали, в эфирах федеральных каналов что-то там побухтели, эти Z-военкоры там рассказали, даже что-то Дугин там вякнул про то, что предан русский мир, там и царь дождей должен быть там. Значит, что-то там он какие-то аналогии не очень хорошие по отношению к Путину приводил. Но глобально это все как-то вот забылось. Вот как-то уже вот прошла неделя и ничего. Значит, что это будет, непонятно. Самые разные триггеры бывают у таких событий. Очевидный какой-то следующий триггер – это выборы. Потому что вот выборы в Беларуси, например, очень сильно расшатали Лукашенко. Не сбили, но расшатали. И вообще обычно выборы – это опасный момент. Но может, они и выборы спокойно пройдут. Вот сейчас они осенью спокойно прошли выборы. Может, какое-то другое событие случится. Мелкий протест в регионе, еще где-то. Случайность какая-то, мы не знаем. Но какой-то заряд, да, который вот как бы готов к тому, чтобы что-то вот начало происходить, он накапливается, это заметно. Но это не дело ближайших недель, к сожалению. А деньги и справедливость выплат тех же гробовых или зарплат мобилизованным может стать триггером? Это есть, да, да нет, это какие-то... Нет, все что угодно может стать триггером. Конечно, если выйдут родственники мобилизованных вдруг на митинг по любому поводу, то это будет очень глобальная, большая история. Их же полиции не разгонишь, значит, это будет очень серьезно. Пока был один случай какой-то заметной медийной общественной деятельности родственника погибшего, это когда погиб срочник на крейсере «Москва», и его отец долгое время занимался какими-то там попытками добиться там правды, справедливости, ВКонтакте что-то писал, то он разочаровывался, то он очаровывался, то он там за Путина, то против. В общем, как-то он вел медийную деятельность заметную. К сожалению, все его закидали нечистотами с обоих сторон сразу, что одни стали ему говорить, что вот, ты только сейчас стал недоволен, когда у тебя сын погиб. Интересно, что недостаточно ли причина там, да? А другие стали говорить, что вот ты там, значит, мешаешь, значит, войну вести правильно. И как-то он сдулся. Но он был один. Понятно, что если выйдет митинг родственников мобилизованных или родственников там погибших, то это будет очень глобальная история. Его полиции не разгонишь, и вокруг этого может что-то возникнуть. Но будет это или что-то другое, мы сейчас знать не можем. Скажите, как вы относитесь к утверждению, что вот вся эта война, вот в тех ужасах, которые вот только возможны, это от бедности в Российской Федерации, от нищеты? Не, я не согласен с этим абсолютно. Во-первых, есть довольно много стран, пребывающих в большей нищете, чем Россия, которые не начинают войн. Например, Китай. Сейчас он начал выходить, но все равно он еще не является богатой страной. Так же войн не начинает.
Ну и вообще много там, Индия, это из больших, да, есть очень много стран, которые не начинают войн, несмотря на нищету, то есть это не является каким-то маркером. Не думаю, что в этом причина. Америка, вот сама по себе, то, что происходит в самой Америке, и то, как она себя ведет с Украиной, вот особенно на фоне вот этих постоянных сливов, про какую-то формулу Салливана, подталкиванию Киев к переговорам. Вот чего она добивается? И готова ли она помириться с Путиным? Или готова размазать режим? Мне кажется, сейчас нет никакой речи, чтобы Америка куда-то подталкивала Украину или Зеленского. То есть эти сливы постоянно есть, но кажется, что они больше раскручиваются российскими пропагандистами, чем какой-то реальностью. То есть я не видел, например, статью в Нью-Йорк Таймс, которая бы говорила, что нечто подобное планируется. Ну, как какую-то внятную, да, то есть чтобы говорили о таком плане. Америка, однако, при этом не может, значит, размазать, как вы говорите, она не может вступить в войну и начать воевать с Путиным. Почему? Потому что у России много ядерных бомб, которые направлены все в основном на Америку и на Европу. И поэтому, вот как все это говорят, закройте небо, там, вступите в войну. Почему вы все выражаете озабоченность? Понятно почему. Потому что это сулит очень большими потерями, гражданскими и военными для НАТО и для Америки, если они вступят в войну. То есть вступать в войну не хотят. При этом все, кроме этого, они делают максимально, как бы сейчас уже, на мой взгляд, максимально, ну, если это сказать, адекватно. То есть они поставляют вооружение, которое действительно переворачивает ситуацию на поле боя, они обучают там украинских военных, они оказывают поддержку финансовую Украине, там, они принимают беженцев. То есть они делают все, что необходимо. Так-то вообще-то они могли бы этого и не делать. Это сейчас кажется естественным. Во многом это заслуга Зеленского и его команды, кстати, которых часто почему-то здесь недооценивают. Почему-то вот сейчас, когда мы смотрим на ситуацию, кажется, что это как бы так и должно было быть, что это естественный ход событий, что западный мир весь так объединен в помощи Украине. На самом деле нет. Естественный ход событий для такой ситуации, это как вот для нас была бы война Уругвая с Парагваем. Ну там нет границ, но неважно, я для примера говорю. Значит, вот что-то там не поделили Уругвай с Парагваем. Почему мы должны об этом думать вообще? Почему это нас должно беспокоить? Ну хорошо, беженцы приехали, мы их примем, да, но мы не можем, это ценности европейские. Но почему мы должны слать какое-то оружие, давать какие-то деньги? Почему это нас должно заботить? В принципе, такая реакция, возможно, была. В принципе, какая-то похожая реакция была после захвата Крыма и после начала войны на Донбассе. Там санкции были очень, какие-то яблоки перестали отправлять, да и то это еще антисанкции были. Они были очень вялые. И реакции никакой особой не было. А уж про поставки оружия вообще речи не шло. Чтобы прислать Химарс, чтобы он там раздолбил ДНР с ЛНР, вообще никто об этом уже не разговаривал. И в основном, вот в значительной степени политическое и дипломатическое искусство Зеленского и его команды сделало так, что ситуация это теперь война добра со злом просто. Это сейчас мы вот живем в этом, и нам кажется, что это так и должно было быть сразу. Нет, это заслуга Зеленского. Который первое время, во-первых, он остался в Киеве, это понятно, что это огромный первый и главный его шаг как бы вообще на пути к этому. Но потом он в течение следующих как бы месяцев просто каждый день целыми днями общался с парламентами, с западными СМИ, с всем, кому можно, давал интервью, со всеми поговорил и обрел такую популярность среди западного общественного мнения, что она больше, чем их свои местные политики. Поэтому их свои местные политики теперь обязаны с ним считаться. И какое может быть давление на человека, который более популярен в твоей стране, чем ты? Вот это вот достижение Зеленского, да, вот это достижение. Это на самом деле вот много лет будут учить в школах международных отношений по всему миру, как он этого добился. Это нам сейчас кажется, что это само собой получилось. На самом деле это не само собой получилось. Но та ситуация, которая получилась не сама собой, она не позволяет абсолютно никому давить на Украину и на Зеленского. И единственное, что можно делать, это как-то
тихенько что-то там саботировать, как вот одно время делала Германия. Говорит, да, конечно, мы все дадим, мы все отправим, а потом ничего не отправлять. Вот это единственный доступный им какой-то механизм. Ну, слушайте, бумажки недозаполнены, вот тут, значит, пока не произвели, вот мы тут еще, значит, согласование, вот это вот можно делать. А так, чтобы вышел какой-нибудь лидер западный и сказал, мы не будем помогать Украине, она должна договориться с Путиным, невозможно. Теперь невозможно. Вот. В принципе, стратегия Америки, мне кажется, очень осмысленной. Они в первую очередь заботятся о своих гражданах и следят, чтобы как-то не возникла мировая война. Потому что, вообще-то, напомнить надо, что все мировые войны названы таковыми задним числом. Никто не начинал войну и говорил, так, мы устроим мировую войну, пожалуй. Сейчас мы будем со всем миром воевать, мировая будет у нас война. Не, все говорят, мы сейчас быстренько захватим тут Францию, потом Советский Союз, и быстренько тут устроим войну, закончим. Никто не хочет большую мировую войну надолго. И вообще мировую. И поэтому как-то вот западный мир, он старается, чтобы это все в мировую войну не переросло. Потому что подавление силовое такого режима, как путинский, исключительно силой, прям военной, оно может обойтись в десятки миллионов жизней. Подавление Третьего Рейха и Японии обошлось примерно в 70 миллионов жизней. Ну, мы не знаем, там от 55 до 70 миллионов оценки. Вот такова цена победы военной силой над такой страной, как в то время Германия. Россия сейчас не слабее, чем в то время Германия, и поэтому никто не хочет такой большой войны. И они стараются решить проблему локально. То есть они помогают Украине, чтобы она освободила свои территории, но при этом они, мы сами никуда не стреляем, в российских солдат мы не стреляем, на российскую территорию мы не стреляем и из нашего оружия не разрешаем, или как-то там не советуем. И вообще мы в войну не вступаем. В этом их стратегия, мне кажется, она очень, очень пока работает. Максим, а зачем война? Вот я вам хотел задать этот вопрос, потому что он мучит, наверное, многих, кто вот оборачивается на 24 февраля, немножко раньше оборачивается там на 16 февраля, когда вот это была первая дата, когда вот она, дата вторжения, американцы сказали, все готовы. Вот почему именно войной пошел Путин? Даже российские, не питающие там любовью к Украине или там какой-то дружелюбными чувствами к Украине, там разные эксперты, в том числе экономические, говорили, что, ребята, да можно было экономически задавить, вынудить, принудить, усугубить и углубить. Ну, если так некрасиво, но в рифму сказать. Почему именно войной пошел Путин? Я думаю, что это связано с тем, что он слишком долго у власти, и его окружают исключительно люди, которые ему поддакивают и всегда с ним согласны. Просто в тех кабинетах, где принимались эти решения, просто не нашлось человека, который вышел бы и сказал, слушайте, это полное безумие. Что вы хотите из этого получить вообще? Как вы хотите, чтобы это закончилось? Давайте рассмотрим, сказал бы этот человек, самый позитивный сценарий развития событий. Вот предположим, мы действительно туда вошли, и там действительно никто не сопротивляется, как в Крыму. И действительно, даже вот верны все эти сообщения разведки, и там никто не встречает нас огнем, и через 3 дня в Киеве парад на Крещатике. Дальше-то что? Вы получаете территорию в 20 миллионов человек, которые не хотят вас там видеть, они... Ну хорошо, из них какое-то количество, может, хочет, но в основном нет. Дальше-то что вы делаете? Вам надо обеспечивать всю эту территорию финансами, ресурсами какими-то. Вам надо как-то с этим всем работать. Вы постоянно, под вас будет под ногами гореть земля, потому что там будут партизаны, будут несогласны. Вам надо будет там, не знаю, подавливать митинги. И все это зачем? Чтобы что? Чтобы что получилось в итоге? Вот где наш финальный... Вот где мы скажем, мы победили в этой войне. Где оно? Оно должно как произойти? Потому что мы восстановили СССР, теперь это союзное государство. Только они не хотят жить в союзном государстве. Ну, не хотят украинцы этого делать. Ну, любая социология, любые данные показывают, что, может, они до 24-го относились к России скорее нейтрально. Может быть, если мы возьмем там 2010 год, то в основном даже позитивно, до того, как Путин начал свою великую геополитическую, великий геополитический маневр по укреплению русского мира, в основном в Украине к России относились позитивно. Но все равно идею общего единого государства тогда поддерживали мало, даже тогда, а сейчас вообще никто. Так где финальная точка у этой истории? Это мы рассматриваем самый лучший сценарий, где реально никто ни одного выстрела, ни из одного джавелина не сделал, и никто не погиб. Но это же почти невозможно, это же невозможно. Вы вторгаетесь в 40-миллионную страну, где много людей, которые совершенно вас не готовы видеть, включая
избранное руководство, и по Зеленскому можно было сказать, что накажет сопротивление. Там большая и довольно профессиональная армия. Пусть она на тот момент казалась существенно слабее, но она большая. Ее, может, и можно победить, но если она будет оказывать сопротивление, а она будет, то это займет минимум 2-3 года. Вы готовы к войне против большой армии Украины 2-3 года? Даже если у вас все данные о нашей армии правильные. Готовы? Нет, конечно. Просто не нашлось человека, который оказался бы в комнате и высказал бы просто вот эти вещи вслух. Чтобы на эти вопросы даны были ответы. Где финальная точка? Зачем? В чем смысл? И в итоге Путин, он с помощью воображаемой российской армии, вот этой воображаемой российской армии, которая едет на танке «Армата», у которой там стреляют какие-то суперсовременные ракеты, вот Путин, он воображаемой российской армией напал на воображаемую им Украину, которая не будет сопротивляться, которая рада его видеть, встретит с цветами, повесит красные флаги и паспорта Советского Союза, которые там вроде как он собирался, я не знаю точно, это может фейк, может нет, но вроде как были какие-то бланки даже, что там все, наконец-то мы вернули себе этот паспорт, мы так долго здесь терпели, и вот он у нас паспорт. Вот он, воображаемый российской армии, напал на воображаемую Украину. И все, и вот у него, он хотел, видимо, получить крымский эффект, чтобы все забыли про внутрироссийские проблемы, и к выборам 2024 года он подошел отцом нации. Но вот он, соответственно, оценил неверно, неверно, а просто он в полном отрыве от реальности оценил положение дел и вляпался. Говорят о транзите все чаще. Думал, что он смотрит, видит, что дела плохи, Путин, и готовит там какого-то преемника, сам будет серым кардиналом, отойдет как бы немножко на задний план, но дальше будет продолжать рулить. И это, мол, будет какой-то выход для какой-то разрядки. Вы думаете, это все такие умозрительные теории? Эфемерные? Главный способ для российских элит выйти из этой ситуации и вернуться более-менее в состояние статус-кво, это заменить Путина на кого-нибудь другого. Причем это даже не сильно важно на кого. Там обсуждаются самые разные фигуры, начиная от естественного Мишустина, который автоматом становится исполняющим обязанности, потому что он премьер-министр, продолжая с Собяниным, мэром Москвы. Обсуждается какой-то сын Патрушева, там министр, по-моему, он сельского хозяйства, что ли. Да, Дмитрий. Какие-то губернаторы там обсуждаются, да. То есть много кто обсуждается, но по большому счету совершенно понятно, что любой следующий преемник, он будет делать примерно следующее. Он выйдет и скажет: так, слушайте, то ли скажет, что у нас тут какая-то полная фигня произошла, и прошлый был дурак, а мы будем все по-другому, как Хрущев сделал. То ли скажет он, что какие-то перегибы на местах случились, самодурство, как Брежнев после Хрущева сделал. То есть одно из этих двух вещей или где-то посередине что-то случится. И, конечно, вынужден будет любой следующий руководитель России как-то из этой ситуации выходить. Начнет переговоры с Западом, начнет переговоры с Украиной, выведет войска и будет это дело как-то назад стараться открутить. В принципе, сейчас с Россией договорятся хотят более-менее все. Не с Путиным. С Путиным договариваться не хочет никто. Но вот если завтра в России другой президент, который говорит, что тот какую-то фигню устроил, мы больше ничего захватывать не хотим, извините, мы тут что-то какое-то, мы отметим это там в его личном деле, там, не знаю, что-нибудь с ним сделаем, там, судить будем или не будем. Что значит, Максим, что значит больше ничего не хотим захватывать? Мы готовы вернуть, заплатить репарации. Репарации вряд ли состоятся, потому что репарации накладывают на проигравшую сторону. Это надо Москву захватить и все такое, это вряд ли. А вот компенсации какие-то, это нужно платить, я считаю, что нужно. Это возможно. И, конечно, необходим вывод войск со всей территории Украины, понятное дело. То есть именно так и будет идти разговор, потому что эти территории России вообще ни зачем не нужны. Мы уже видим в освобождаемых территориях, там не происходит же ничего плохого. Это довольно странно об этом говорить, потому что мы-то знаем. Но вообще-то там Украина даже в состоянии войны правовое государство. Там как-то там могут судить каких-нибудь коллаборационистов, но что-то даже об этом не особо-то слышно. Там вначале прошел какой-то слух, что будут судить учительниц, которые приехали в Харьковскую область учить детей. Слух прошел, все повозмущались, но, по-моему, ни одной учительницы в итоге не судят. Ничего похожего не происходит. То есть, и вот Херсон освобожден, да, то есть я пока не слышал ни об одном процессе там, ни над ком за то, что он сотрудничал с Россией.
То есть совершенно понятно, что если Россия завтра уйдет со всей территории Украины, которую захватила, то в принципе ничего плохого не произойдет. Ну, может, кого-то осудят, кто не успел смыться и прямо занимал непосредственно медийную позицию в администрации. Но похоже, что не собираются бегать за случайными людьми, которые там пошли, получили российский паспорт, когда его выдавали. Это означает, что Россия довольно спокойно может оттуда выйти. Ничего страшного не будет. А она не готовится уже вот к этому выходу? Потому что, смотрите, со Стремоусовым, странная история. Вот с Рьяным, да, русскомировцем. Достаточно странная история. Там давайте закончим сначала с преемником. Я закончу мысль. Простите, значит, пожалуйста. Так как России выходить оттуда более-менее понятно, что безопасно. То есть мы не увидим там каких-то, не знаю, массовых расстрелов тех, кто поддерживал Россию. Или там выявлению, кто говорит по-русски, и посадки их всех в лагеря для русских. Ничего же такого не будет, мы же понимаем. Значит, Россия спокойно может выйти. Нормальная российская власть. Там некого защищать и нет чего. Это ясно даже сейчас. Значит, поэтому любой следующий президент России, он спокойно оттуда выйдет, он пойдет договариваться с Западом, он договорится, потому что с Россией сейчас все хотят договориться, если она перестанет стрелять и перестанет захватывать территории. Все хотят, чтобы это как-то успокоилось, чтобы Россия вернулась в нормальное состояние. Конечно, потом будут требовать, чтобы развилась демократия, чтобы стала более предсказуемой. Но сейчас можно прийти к соглашениям. И следующий лидер это сделает, и ситуация надолго успокоится. Тогда в Украине, кстати, после этого начнется очень быстрый рост, процветание, и вообще очень интересно там будет находиться, когда это все будет восстанавливаться. Да, вот это хорошо, что хотя бы какой-то оптимизм есть, потому что многие аналитики говорят, да нет, вот тот, кто придет после Путина, это будет гораздо хуже, вообще людоед. И, собственно, нет к этому ни одной предпосылки, вот прям ни одной. Ни народного желания, ни каких-то веяний ни в элитах, ни в народе, ни ситуации на фронте. Нет никаких просто предпосылок к приходу кого-то хуже. Понятно, что ситуация может развернуться по-разному. Могут начаться бои в Москве за власть, да, там могут стрелять, может власть взять тот, кто будет самым большим автоматом. Но такая власть вряд ли продержится сейчас в сегодняшней России долго. Мы не знаем. В принципе, в 17 году тоже так казалось, а она продержалась до 91-го. Но есть ощущение, что сейчас этого не случится по разным самым причинам и данным, которые у нас там из России современные есть. Да, там образованное общество, чего не было тогда. Проникновение интернета, доступ к информации, легкий доступ к информации. Настроение, в принципе, в обществе до войны, когда еще была нормальная социология, что оно совершенно не настроено было ни на какие такие авантюры, оно хотело заниматься своей жизнью и просто своей страной. Поэтому никаких предпосылок к приходу кого-то хуже нету, за исключением вот этих псевдоисторических, псевдофилософских размышлений, что все русские рабы, и они там все что-то приведут, все равно к власти не то. Вот кроме этого никаких предпосылок нет. Да, Россия зачищает всех рьяных, буйных, верных себе. Стремоусова я уже упоминал. Да, это не новость. Это не новость, это происходило с 2014 года. Там же практически все эти полевые командиры Донбасса, там всякие эти Бати, Гиви, там эти Моторолы, там, они же все давно уже убиты. Там, по-моему, среди них всех только Стрелков один остался жив, и еще какой-то там, еще Мозговой, что ли, я не помню. Нет, какой-то Мозгового убрали. Мозговой тютю. Ну, значит, какой-то другой там, не знаю, кто там, безмозглый. В общем, я не помню, который там из них остался. Но, Безлер, в основном наверное, имеете в виду его. Кто? Безлер. Безлер. Черт тебя здесь. Запомни их там, этих всех, что-то клички какие-то. Нет, почему вы говорите не новость, я просто к тому, что все переполошились, да, вот сутки искали Губареву, да, зам. Ее там в тюрьму забрали. А ее, оказывается, посадили. Да, правильно, в тюрьму забрали. Да, Россия же теперь. Все, пора в тюрьму. Все правильно. У нас же, они же должны были посмотреть там статистику. У нас 17% всех мэров и городов заканчивают свою карьеру в тюрьме. 17%. Ну и, соответственно, а что, на таких-то городах-то уж, наверное, вообще все 50. Кто в тюрьме, а кто в гробу. Конечно, участь вот этих всех тех, кто вдруг реально поверил в эти все путинские идеи, она, конечно, незавидная. То есть они, конечно, мрут как мухи просто. Это вообще. Потому что никакой идеологии у этого государства нету, и
если люди во что-то верят, это сразу какой-то ограничитель. Путинский режим, он совершенно не хочет ограничивать себя верой во что бы то ни было. Поэтому если там кто-то поверил в царя и отечество, и в русский мир, и в Херсон, то его необходимо немедленно кокнуть. Что регулярно и происходит. Это и потрясающая фраза. Простите, я сакцентирую. Не хочет ограничивать себя, чтобы во что-то люди верили. Да. Это потрясающе. Так. Вот так устроен режим. Он же максимально. У нас правящая партия без какой-либо идеологии. У нее кто там приходит, который хочет что-то сделать, его сразу оттуда выкидывают. Который во что-то верит, имеет какую-то идеологию. Нет, там нужны граждане, которые собрались исключительно для того, чтобы править. Властью быть. Вот и власть, значит, ты с нами, не власть, не с нами. Все. Ну и воровать себе. Вот и вся конструкция путинского режима. А если там вдруг вылез какой-то Стремоусов, который что-то там реально какой-то поверил в русский Херсон, что Россия здесь навсегда, и во всю эту прочую лабуду, которая висела там на плакатах, я думаю, что ему несколько раз объяснили, приехали какие-то важные люди и поговорили с ним, скажи, товарищ, слушай, ты вообще соображаешь вообще, чувак, ты в своем уме? Там есть кто? Обнаружили, что нет никого, и дальше были приняты, как там говорили, тяжелые решения надо будет принимать. Приняли. Тяжелое решение. Все, Стремоусов поехал в последний путь. Друзья, потрясающий собеседник у меня сегодня, и можно действительно говорить часами, но я понимаю, что и ваше время ограничено, и, конечно, очень хочется, чтобы вы больше посмотрели этот разговор, поэтому, знаете, как... больше посмотрели, поэтому нужно делать короче. Я буду закругляться, но я хочу задать в конце, конечно же, призвав всех подписаться, поставить лайки, написать комментарий о вышеуслышанном, о том, что вы услышали от Максима, вот ниже под видео. Я очень советую, еще раз советую перейти на канал Максима Каца, проверить, есть ли у вас подписка или нет, и уделить внимание этому каналу. Это важно, потому что, кроме там разборов, есть еще очень такие большие вещи. Вы понимаете, о каких фильмах я говорю, поэтому зайдите, посмотрите, пересмотрите, как говорится, мой рекомендацион. Я про Собчак хочу в конце спросить, Максим. Вы поддержали Собчак? Да. Но по сути-то, вот в этом, не знаю, буйстве, вот когда все только начиналось, Собчак вот в кепке уехала, перешла, тут уже начинают строить планы, это вот какая-то российская оппозиционерка будущее, а вот нет. А вот кто поддерживает Собчак, понятно, это агенты Кремля, вот они там засланные. А вот те, кто против, наконец-то, вот система жрет сама себя. Вот эта масса эта вся бурлила. Максим Кац говорит, нет, я за Собчак. А она берет, возвращается, более того, договаривается в офисе у Чемизова, с Чемизовым, наверное, и, собственно, все разрешается. Почему? Я пока не видел, разве отпустили ее людей? Я что-то не видел, чтобы это случилось. Есть информация, что ее микроавтобус, вот она на камерах, на скрытых, есть информация, проходит. Что она ездила разговаривать. Есть договариваться, да. Абсолютно. И я и в этом ее поддерживаю. У нее посадили 2 сотрудников, одного из них ее ближайшего сотрудника. И она так, как может, пытается им помочь. Если бы я мог помочь кому-то из своих людей, которых посадили, поехав куда-нибудь договариваться, я бы поехал туда договариваться, кто бы это ни был. Значит, другое дело, о чем там ты договоришься, да, то есть это уже следующий вопрос. То есть если ты договорился и сдал свою позицию, но это будет публично понятно. То есть если завтра мы увидим, что Собчак вышла и говорит, все, я поддерживаю товарища Путина, правильно там стрелять в это ракетами, то тут, конечно, ее нельзя будет больше поддерживать. И вообще, на этом будут закончены какие-то с ними дела. С ней. Но сейчас положение дел таково, что у нее есть некоторый иммунитет в российской системе за счет ее близости лично к Путину. Потому что она дочь политического учителя Путина, Анатолия Собчака. Она его дочь. И поэтому Путин, видимо, каким-то образом оберегает ее от российской силовой системы. Это давно так. Это не сегодня началось, это еще в 2011 году было. Тогда Собчак решила пойти в оппозицию, тогда она выступила на митингах. В 2012 она избралась, причем с 4-го места, в Координационный совет оппозиции. Ее обошли только Каспаров, Быков и Навальный. Она имела большую поддержку среди оппозиции тогда. И
Уже тогда у нее был обыск дома, и у нее изъяли какие-то большие суммы наличных денег, и в любой ситуации обычный человек получил бы большие проблемы с российским законом. А Собчак нет, потому что у нее есть вот этот вот иммунитет. Значит, с моей точки зрения, этот иммунитет она до сих пор добросовестно и адекватно на пользу общества хорошо использовала. Она не ходила рассказывать, какой Путин молодец, она не объясняла своей аудитории, что война это правильно. Наоборот, она предоставляет объективную, честную информацию, она занимает адекватную, в основном, почти всегда позицию. Она зацепляет аудитории, которые не слушают Навального и не слушают меня, но являются нашими сторонниками, которым нужна более спокойная, более размеренная позиция, менее радикальная. Она их зацепляет. Она не сдает свои какие-то взгляды, то есть она как вот встала на оппозиционный какой-то политический путь в 11-м, так она на нем и оставалась. Значит, она создала большие независимые медиа, то есть что касается ее Инстаграма, ее Телеграм-каналов больших, ее Ютуба, там нет никакой фигни, там очень большие охваты, и она делает все это и делает это из России. Это делает ей честь. Я ее уважаю и поддерживаю в связи с этим. Значит, как только выйдет Собчак и скажет, я теперь за войну, все, я перестану ее поддерживать. Это, мне кажется, нормально. Мы именно так должны сейчас относиться к людям. Кто за войну, а кто против. А вот эти все размышления, что, наверное, ее купил Кремль, наверное, она чей-то агент, вот не просто ж так же, все же, это ж вот же ж. Вот это самая главная вещь, которая разобщает и мешает как-то жить российским адекватным политикам в принципе, даже не только оппозиции, а в принципе всем. Вот это вот поиск постоянных шпионов, постоянных скрытых врагов. Вот эта вот тема, что это пропаганда для умных, она на самом деле говорит за Путина, но просто ты еще ее не раскусил. Про меня такое же говорят. Он сейчас говорит все правильно, набирает аудиторию, но придет ключевой момент, и тогда он, значит, будет говорить плохо. Но ты же не можешь это опровергнуть никак. Как ты можешь? Никто же не знает, что ты потом скажешь. Ты же не можешь сказать, я не буду так говорить. Я говорю, конечно, любой агент бы на твоем месте так сказал. Вот эти все, когда один оппозиционер крупный о другом такое говорит, это просто разрушает всю какую-то ткань совместной политической деятельности. Потому что ты пытаешься исключить человека из политического процесса на основе домыслов и слухов, и при этом твоя аудитория должна сделать выбор. Или она с тобой, или она с ним. Вот как мне все предлагают. Ты уже определись, или ты с Навальным, или ты с Собчак. Нельзя же и то, и другое. А с кем Кац? Вот я могу сказать, что я сам по себе. Я могу. У меня есть большой YouTube, у меня есть свое какое-то... своя репутация, меня слушают люди, я могу быть сам по себе. Я могу. Когда все побежали критиковать Собчак, я могу не побежать. Но это не все так могут. В основном люди действительно вынуждены выбирать. Их ставят перед выбором. Они вынуждены выбирать то или это. И они остаются на одной из сторон. И потом начинаются какие-то вот эти схватки бесконечные. Нет, вы агенты. Нет, вы все, значит, слишком радикальные там и врете про нас. И все это прирастает в какую-то огромную, большую оппозиционную склоку. И вместо того, чтобы заниматься тем, чтобы убеждать наших сограждан в том, что не надо вести войну, что не надо поддерживать Путина, мы занимаемся этой склокой. Но мне казалось, что вот война началась, это же давно идет. Это еще я присутствовал на какой-то тусовке диссидентов советских, и они там то же самое все обсуждают. Кто из них агент КГБ был? То же самое все. И еще и в 90-е, и все это, и Яблоко СПС, тоже я там общался же с ними, со всеми, там, с Явлинским, с ними. И то же самое, там у них каждый второй там агент КГБ у другого, они все друг друга подозревают. Но казалось бы, вот эти все вещи, они же довели нас до того, что началась война, а мы никак не смогли повлиять. У нас не было никакого механизма для влияния, у нас не было фракции в Госдуме. У нас не было лидера, который мог бы с общественной поддержкой хотя бы с 10% рейтинга выступать, высказываться, хотя претендентов таких было много. Но мы уже дошли до ручки с этими всеми поисками врагов, с очищением своих рядов бесконечных. Уже до ручки дошли, просто каждый имеет по 0,5% рейтинга, по 500 тысяч этой аудитории в Твиттере, и каждый с этой аудиторией бегает и мочит второго. Ну сколько можно? Уже, казалось бы, началась война, надо это все прекратить. Все уже. Человек заявляет, что он против войны, значит, он с нами. А заявляет, что он за войну, значит, он нам противник. Вот и весь разговор. А все вот эти размышления, что он говорит, что он против войны, но, наверное, он за... что это за чушь? Вот это пора прекращать. Я пытаюсь это донести до российских каких-то оппозиционных лидеров, но пока довольно безуспешно. То есть давно уже пора все эти подозрения уже как-то вот просто прекратить. Может, просто нужно собраться всем за круглым столом
и Это было бы отлично. разложить партейку в покер. Чайку попить бы хотя бы. Да никто не делает этого. Все же у всех агенты. Ну кто, если я агент, кто со мной за стол сядет? За стол с агентом нельзя садиться? Не, ну я Значит, имею в виду, всё. что, конечно, вряд ли с вами, чемпионом по покеру, многих, Не, но да, я не про кто-то покер, сядет, я да. говорю про разговор какой-то оппозиционный. В покер-то сыграть можно, но я говорю про какой-то оппозиционный разговор. Ну вот ты объявил кого-то агентом, и уже как ты с ним будешь разговаривать? Вот это все надо как-то открутить, сказать, что мы там всю какую-то, как новая российская власть должна будет сделать. Надо как-то выйти каким-то оппозиционным группам и сказать, какую-то мы наболтали чушь тут про коллег, что никто ничей не агент. Ни Собчак ничей не агент, ни Кац ничей не агент, ни Навальный ничей не агент. Кстати, про это тоже много разговоров было, что Навальный ничей. Почему он еще не сидит, говорили все, пока он не сел. Когда он сел и уже не имел возможности вести политическую деятельность, все такие, ну теперь понятно, нормально все. Ага. Вот пора это все как-то отозвать и нормально взаимодействовать. Ну, я не знаю, услышит меня, не услышит, может аудитория поможет. Правда, что вот все торгуются перед Западом, мол, когда Путина победят, и Запад будет выбирать среди тех, кто за рубежом, кого поставить во главе России? Не, это все фигня, никто это не... Вообще в российской оппозиции нету людей с меркантильными соображениями. Да Те люди, ладно. у которых меркантильные соображения, не идут в оппозицию. Да. Они идут в бизнес, они не идут. Это баланс плюсов и рисков, находясь в оппозиции, он слишком негативный. Поэтому люди, которые хотят подзаработать что-то для себя, где-то получить, они не занимаются оппозицией. Они либо... Ну вот Гудков тот же, да, вот про него сейчас в последнее время это говорили, нечто подобное. Но вот Гудков, он же мог совершенно спокойно, когда он был депутатом Госдумы, с 12 по 16 год он был депутатом, и он не голосовал за присоединение Крыма. Ему же 100 раз предлагали, давай ты хотя бы будешь молчать сидеть, не будешь выступать, а мы тебе все обеспечим, у тебя будет и то, и бизнес, и идея, и деньги, и все. И все его коллеги, которые обладали меркантильными соображениями, приняли эти предложения. Они устроены нормально, они живут, они депутаты до сих пор или нет. Они жмут там кнопку и все. А Гудков не стал этого делать. И вот он в оппозиции. Не мог оказаться здесь человек с меркантильными соображениями, потому что он просто он выбрал бы другой жизненный путь. Поэтому я не верю в эту историю, что российские оппозиции куда-то там что-то делают. А многие пытаются говорить с западными политиками, я пытаюсь говорить, но совершенно не из соображений, чтобы что-то они мне дали, а из соображений как-то помочь россиянам, своей аудитории, которые там столкнулись с теми или иными трудностями. Вот об этом мы говорим, да. Но не о том, чтобы что-то там получить себе. Максим Кац был моим собеседником. Мы ставим 3 точки больше на канале у Максима Каца с его выпусками. И, конечно же, больше на канале у меня. Александр Шелест называется канал. Там масса интервью с, внимание, самыми разными людьми и точками зрения. Подписывайтесь, пожалуйста, Максим. Я очень вам благодарен за ваше время и ваши мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя, время действительно сложное, но нужно успеть все понять и проанализировать. Пожалуйста, подписывайтесь, увидимся скоро.